Всем привет! Наконец-то мы запускаем наш YouTube-канал, и этот канал будет не только о полезности велоспорта, но и много развлекательного контента. Сейчас на данный момент мы набрали уже большое количество материала, и мы обязательно начнем с детских сборов благотворительных, которые у нас прошли 4 месяца назад. Вы увидите эмоцию детей, которые впервые попали за границу, посмотрели, что такое профессиональный подход, профессиональный велоспорт в целом. И в конце вы увидите отзывы ребят, поменялась ли их жизнь в хорошую или в плохую сторону после сборов. И забегая вперед, такие сборы у нас будут регулярные, я думаю, там 4-6 раз в году, и обязательно вы это увидите. С вас обязательно лайк и подписка, потому что это развитие велоспорта, к которому можете причастны быть именно вы. Теперь давайте посмотрим искренние эмоции детей и приятного просмотра. Интересно бывает, всего лишь одна мысль порождает цепочку событий в будущем. Мысль о том, что в России нет культуры велоспорта. Я задал себе вопрос: а как я могу на это повлиять? Что я могу сделать? Ответ очень простой – это дети. Мне захотелось разжечь огонь в сердцах детей, которые занимаются велоспортом в России. Захотелось показать им, каков этот спорт изнутри, передать им часть той информации, что у меня есть, замотивировать их, расширить кругозор. Сейчас едем встречать родителей и их детей. Все равно еду и думаю, что вроде все по мелочам уже разобрали, нигде не должно быть никаких косяков, и надеюсь, так все и будет. Настроение хорошее, очень долго готовили это все. Наступает такой момент реализации, волнительно, но интересно. Я, иду, у меня сейчас ноги дрожат, явно не от тренажерного зала, а от волнения, адреналин. Большинство из них первый раз в жизни летали на самолете и впервые попали за границу. Помню, как было волнительно перед первой встречей. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не поверите, как я переживаю. Я, наверное, так на гонках еще никогда не переживал. А дальше заселение в отель и знакомство с ребятами. Меня зовут Кирилл, я из Воронежа, занимаюсь велоспортом 3,5 года. Вначале, когда я пошел только на велоспорт, я пошел чисто там на велике кататься, чтобы время, то есть занимать. Через годик, через два я начал серьезно тренироваться, там к соревнованиям готовиться. Встаю там, думаю, как я уже на тренировку поеду даже. Велоспорт это мое любимое занятие. Ё-моё. Можно тоже посмотреть? Оба, все, в таких пакетиках. Капец, кайфовые. Они прям по материалу прикольные такие. Очки! Да, очки, давай смотреть. Прикольные. Хорошенькая. Прям под мой размер все. Меня зовут Анфиса Алексеева, я из города Тюмени, Тюменской области, из Сибири. Там сейчас очень холодно. Я занимаюсь велоспортом 2,5 года. Мы заехали, нам дали ключи, мы не сразу разобрались, как включить свет. Там надо было карточку засунуть туда. А мы такие, что, темно? И в темноте такая смотрю, там на кровати рюкзак стоит. Я такая: мама, смотри, там вещи такие классные. Я там, все, мама пока там ищет где-то свет включить, я там в темноте такая: о, тут шлем, тут очки, какой рюкзак, там вещи, все там раскидала. Мама свет включила: обалдеть, ты чего тут устроила? Мы же только заехали сюда. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Где, какое время, все должны быть в это время на месте. А контролировать, подсказывать лучше не надо. Они так приехали на детские сборы, пускай кайфуют. Контроль давайте чуть уберем.
все будет нормально. Да, я отвечаю за детей, чтобы у них было хорошее настроение. Вы отвечаете за себя. И какие-то пожелания куда-то поехать, напишите мне заранее, мы постараемся все организовать. Сейчас забираю детей на 1,5-2 часа, вы в это время делайте, что хотите. Все у вас, в принципе, море, тут все есть. Не переживайте, давайте каждые полчаса буду писать, что все нормально. В сопровождении мы со Славой едем на велосипеде, будем контролировать, чтобы никто не уехал, никто не упал, все нормально будет. Сзади будет машина ехать, сопровождение прикрывать. И мы в следующие дни еще подключим мотоциклистов, чтобы они уже перекрывали дорогу, перекрестки, там прям вообще не надо будет переживать. Всем привет, меня зовут Ксения Тебенева, я приехала из города Каменск-Уральский, это Свердловская область. Мне 15 лет, этим летом я выполнила разряд кандидат-мастера спорта, прилетела с бабушкой. Когда мы встретились с ребятами все в Москве, я подумала, что все такие крутые, и мы как-то так немножко не сдружимся. Не знаю почему, но вот было такое ощущение. А потом, когда мы долетели уже до Кипра и в аэропорту, немножко так начали друг с другом общаться и как-то начали ловить одну волну, что мы вот все здесь, в одном месте, и нас это всех сближает все, и мы будем проводить время вместе, тренироваться вместе. Это так прям очень круто, в голове не укладывалось тогда. Меня зовут Бондарева Екатерина, я прилетела из города Воткинск, мне 12 лет, велоспортом занимаюсь 5 лет. Вообще первый раз за границей, первый раз летала, вообще это такой шок был, мне так страшно было летать. Вообще, я прилетела сюда, все, захожу в номер, смотрю, а там рюкзак с формой, с каской, вообще начала сразу все эти вещи доставать, мерить вообще. Там все, вот так это все на кровати, потом так лежит. Мама такая заходит с такими глазами. Это что? Первая тренировка была волнительной. Я думал, прилетят туристы. Не знал, как они будут себя чувствовать, как будут ехать и как будут себя вести в группе. Это было где-то в августе. Нам тренер дал телефон Ильнура, и мы такие ему написали, типа, вот мы из Тюмени, там, здравствуйте, написали там про нас немножко, вот. У меня тренер Казаков Александр Валерьевич, вот такой тренер просто, самый топовый. У нас команда вообще везде выигрывает, мы чемпион называемся. У нас почти, самая лучшая команда в Тюмени, я считаю. Мы вечером вышли погулять, я даже помню, у нас сквер такой около дома, мы там гуляли, там церковь еще стоит. И вот мы около церкви проходились, и нам позвонил Ильнур, и мы через 10 минут дома были, и с ним поговорили, мама там поговорила, и он такой, я вас беру, все хорошо, потом добавлю в чат, будем там писать информацию. И она такая говорит, Анфиска, нас с тобой взяли, походу. А я такая, обалдеть, я там кота затискала, кот такой, ой, у меня кот, кстати, дома ждет. И там кот в шоке был, сестра сидела рядом, она такая, типа, вау, обалдеть, свалят они там на Кипр на неделю, там все у них клево будет, тренировки, там такой Ильнур, он звезда, там вообще, и вообще...
И я там просто, я, наверное, час, вот время уже там 11, наверное, было. Ну вот мы в 10 гуляли, в 11 мы там договорились, и вот время уже ночь было, ну спать там пора ложиться, все дела. Вот. А мне вообще спать не хотелось, я тогда полночи не спала, я лежала вот так и такая, думала, о, я поеду там на сборы, все здорово будет. Сегодня первая тренировка, мы вкатились, посмотрели, кто как себя чувствует, как едет, и проехали мы там час. Проехали 15 километров до ресторана, там попили апельсиновые соки, там взрослый кофе, поболтали, познакомились, и уже обратно также 15 километров. И все, сейчас пошли все в душ, все отдыхать, и еще день точно не закончен, у нас много мероприятий, и будет круто. Как только вот отсюда выехали на дорогу, прям такой дикий страх был, то что кто-нибудь притрется, упадет. Но спустя там 5-10 километров все просто улеглось сразу моментально. Я офигел от того, как дети готовы, как они стараются, показывают каждую яму, где стоп, поднимают руку. Все ребята готовы, это радует, все в хорошей форме. Многие проезжали гонки какие-то в октябре. Едут хорошо, техника хорошая. Все отлично. Меня зовут Алексей, а фамилия Кириллин. Приехал я из Тольятти. Сколько себя помню, занимаюсь велоспортом с самого детства. За все это время я получил звание кандидата в мастера спорта. Надеюсь, в будущем я еще получу мастера спорта. Я люблю велоспорт за чувство скорости, за то, что я могу просто поехать на тренировку на велосипеде. Это просто приносит чувство кайфа. Я по-другому это объяснить просто не могу. Пока мы тренировались, родители тоже не скучали. В отеле у них был включен спа, первая линия у моря, и по желанию они могли посещать психолога. Восстановлению детей мы уделили особое внимание. После каждой тренировки их ждал массаж. Для парней был привезен специалист из России, а для девочек мы нашли специалиста тут, на Кипре. После первых же процедур массажисты сказали, что дети как бревнышки, и их нужно растягивать. Поэтому, помимо массажа, мы организовали вечернюю йогу. Приглашенный специалист показывал ребятам комплексы для растяжки на все тело. Хорошенечко носочек тянем. Вот. Меня зовут Влад, мне 12 лет. Я из Удмуртской республики, поселок Игра. Меня мама забирала со школы в 1 классе. Говорит, я никуда не ходил вообще и не пробовал никуда ходить. Мама, говорит, мне дала типа выбор идти либо на базу, у нее там вот тренер у нее знакомый был, либо на тэквондо. Я очень любил с детства, я в детстве постоянно летом катался вообще очень много на велике. Я сразу же выбрал велосипед. Мне было 7 лет, я начал прям заниматься. Все дни у ребят были расписаны по часам. Утром до завтрака обязательно зарядка на свежем воздухе. Это ведь залог хорошего настроения на целый день. Далее завтрак и сбор для брифинга перед тренировкой. Выбираем время круга. Заходим в расстояние. Меня зовут Данил. Занимаюсь велоспортом. Там 3,5 года, около 4. Все нравится, все круто, с города Ульяновска. Я просто лежал на диване, там играл в телефон. Звонок от тренера просто, говорит он мне: Данил, собирайся, езжай на Кипр, на сборы детские, к Закарину. Я так просто даже как-то сначала я не понял, чего, как. Потом мы с ним собрался, так обрадовался.